Дерзкий, фееричный, нарушающий табу хулиган Элис Купер сделал много, чтобы изменить лицо рок-н-ролла в сторону театральности и эпатажа. Дэвид Боуи надел женское платье на обложке The Man Who Sold the World в 1971 году, но Элис заигрывал с изменением полов еще в 1969. Малькольм Макларен и Вивиан Вествуд определили панковский облик в конце 70-х, но Элис носил черную кожу и булавки еще в 1972-м. Готический вид свежего трупа первым был Элис, маскарад Кис Элис, любимцы детей Мэрилин Мэнсон и Слипнот, ужасающие родители своими болезненными фантазиями, великого и ужасного Элиса Купера казнили на электрическом стуле, вешали и обезглавливали на сценах Америки, когда большинство этих парней лежали еще в пеленках. Именно старине Куперу, психопату-живодеру и адскому Оливу Кое, на чьих комиксоподобных страшилках о заброшенных кладбищах, расчлененных трупах и электрических стульях выросло не одно поколение маленьких Франкенштейнов и Стивенов, обязаны многие, открыто эксплуатирующие буйную фантазию и бесспорный талант знаменитого шок-рокера. Это случилось на заре 70-х. Не было еще размалеванных физиономий Кис, жутковатого Мэрилина Мэнсона и чудаковатой Леди Гаги. Не было еще даже звездного пришельца Зигги Стардаста в лице Дэвида Боуи, когда обывателей шокировал и раздражал первый рок-фрик с имечком Элис Купер. Вообще-то, эффект будет неполным, если писать это имя в английской транскрипции. На самом деле это, конечно же, Алиса Купер. Винсент Фурье, а так по паспорту зовут Купера, даже рассказывал байки, что этот странный псевдоним есть имя жертвы охоты на ведьм, сожженной в Салеме, которой ему подсказала спиритическая доска. Хотя, на самом деле, это была своего рода шутка, мол, слыша имя Алиса Купер, публика ожидает увидеть белокурую девчушку с акустической гитарой. А тут такое... Такое представляло из себя ужасающее существо с замашками психопата и разрисованное в стиле клоуна-убийцы. Добавьте к этому самые немыслимые наряды и шоу, напоминающие смесь цирка с фильмом ужасов. Еще Оззи Осборн не откусил голову летучей мыши, как уже ходили слухи, что Купер убивает на сцене живых цыплят и пьет их кровь. На самом деле все было не совсем так. На рок-фестивале в Торонто 1969 года группа Элис Купер выступала на разогреве у Джона Леннона и The Doors. Какой-то фанат кинул на сцену живую курицу, а Купер, невинная городская душа, подкинул ее вверх, мол, лети, птичка. Птичка упала обратно в толпу, где и была разодрана возбужденными поклонниками. Надо отдать должное, певец вне сцены никогда не старался играть роль Элиса Купера. Он постоянно заявлял: Элис — это всего лишь персонаж, а происходящее на сцене всего лишь шоу, подобное любому киноужастику. К своему персонажу Винсент Фурье относился с юмором, а уж от сатанизма и вовсе отмахивался обеими руками, ведь его отец, как ни странно, был священником, и певец и к нему, и к христианству относился с уважением. Возможно, потому что когда Винсенту было 13 лет, они с семьей переехали в Феникс. Там с мальчиком произошел несчастный случай. В индейской резервации от мертвой коровьей туши он заразился брюшным тифом, перетекшим в обширный перитонит. Мои внутренности были буквально изрешечены от воспаления, и я гнил заживо. Мой аппендикс разорвался еще неделю назад, но теперь было слишком поздно предпринимать какие-то действия. Они снова зашили меня, воткнули в меня дренажные трубки и сказали моим родителям, что я умру, вспоминал в своей автобиографии Элис Купер. По христианским общинам был брошен призыв, и общими молитвами и каким-то чудом Винсент смог выздороветь. И Винсент всегда заявлял, что бы ни натворил сценический Купер, в конце его ждет расплата. За свою карьеру Винсент казнил Элиса самыми разнообразными и рискованными способами: электрический стул, гильотина и виселица. Однажды певец чуть действительно не повесился на сцене, а другой раз нечаянно воткнул рапиру не в пол, а в себе в ногу. Под стать шоу были и песни.
Местами жутковатые, местами смешные, но однозначно вызывающие. И хотя сейчас на фоне какого-нибудь нынешнего дэт-металла они звучат как симфония Бетховена, в них еще слышен бунтарский дух той эпохи. Пройдемся же по самым знаковым песням Элис Купер. Начнем с того, что имя Элис Купер поначалу имело отношение не только к Винсенту Фурье, но и ко всей его группе. Целиком во власти Купера было только написание текстов, остальное же творчество было коллективным. Во время одного из музыкальных джемов и родился первый хит группы «I'm 18» – «Мне 18». Неизвестно, стала бы песня хитом, не появись на одном из выступлений продюсера Боб Эзрин. По воспоминаниям Эзрина: когда я впервые увидел шоу группы и услышал его пение, то решил, что он поет «Я раздражен, и я не знаю, чего хочу». Я подумал: боже ты мой, это же просто офигительно. Давайте же запишем эту очень раздражительную песню. Она даже называется «I'm Edge», «Я раздражен». Несмотря на то, что продюсер неверно расслышал главную строчку, суть песни он уловил правильно. Кстати, поначалу 23-летний Винсент хотел назвать песню «Хочу, чтобы мне было вновь 18», но потом вспомнил, каково это быть 18-летним, и изменил текст. Это был своеобразный ответ на другой подростковый гимн «My Generation», записанный в 1964 году группой The Who, со строчками «Надеюсь, я умру раньше, чем состарюсь», который певец очень любил. По сути, это была одна из первых песен, в которой открыто выражались противоречивые чувства, знакомые любому тинейджеру. Правда, начавшись со строчек «Я мальчик и я мужчина», «Мне 18 и я не знаю, чего я хочу», «У меня мозг ребенка, а сердце старика», она все же завершается утверждающим «Мне 18 и мне это нравится». По воспоминаниям Купера, я могу со всей определенностью сказать, что видео к песне 18 снималось в пьяном угаре. Это была съемка концертного выступления в Бремене, и я был совершенно пьян. Я держал в руке бутылку и был готов отдаться зрителям. Боб Эзрин говорил, что поначалу песня длилась около 8 минут, но он, как опытный хирург, удалил все лишнее, и его труд не пропал даром. И именно с Эзрином группа Элис Купер, выпустившая перед этим 2 неуспешных альбома, наконец-то обрела свое музыкальное лицо. В ноябре 1970 года сингл «I'm 18» стал 21-м в США, а вышедший через 3 месяца альбом «Love It to Death» обрел золотой статус. Концертные гонорары группы тотчас выросли в десятки раз, и ужасный Элис Купер начал свое триумфальное шествие. Хит хитом, но есть песни, которые сама группа считает самыми знаковыми в своей карьере. Такой визитной карточкой стала баллада о Dwight Frye, вышедшая на том же альбоме. Это была история о пациенте сумасшедшего дома, и хотя сам персонаж был вымышленным, его имя было позаимствовано у реального Dwight Frye, актера 30-х годов, игравшего в фильмах про Дракулу и Франкенштейна. По воспоминаниям Купера, в лирике, которую я изначально написал, рассказывалось об одном мужчине, чья жена взорвала себя, проглотив динамитную шашку. «Смотрите, моя единственная жена взрывается у меня на глазах». Но Эзрин подтолкнул меня изменить эту строчку на «Смотрите, моя единственная жизнь взрывается у меня на глазах». Теперь в песне пелось об одном мужчине, попавшем в дурдом, который протолчал там несколько дней и не ел ни крошки. На концертах Купер неизменно исполнял ее упакованным в смирительную рубашку, которую в конце песни разрывал, после чего душил медсестру. По совету Эзрина певец даже записывал ее в смирительной рубашке и заваленной грудой стульев, чтобы спеть строчку «Я хочу вырваться отсюда» с большей убедительностью. Спустя год после «I'm 18» группе удалось записать еще один подростковый гимн и, наверное, самую известную свою песню «School's Out» – «Школа окончена». Пишут, что ключевая строчка была навеяна фильмом «Bowery Boys», в котором главарь молодежной банды говорит своему приятелю, постучав того по голове «School's Out». В данном контексте значит «повзрослей уже», мол, ты уже не в школе. Сама же песня прямо отсылала слушателя к счастливому моменту последнего звонка перед летними каникулами. По воспоминаниям Купера, когда я учился в школе, я ненавидел каждую минуту пребывания в ней.
Единственным предметом, в котором я преуспел, был бег. В школе я на самом деле мало интересовался музыкой, хотя моя группа вся в полном составе училась со мной. Однако мы не дали ни одного концерта, пока не закончили школу. Два самых напряженных и радостных момента в году – это рождественское утро и конец учебных занятий. Несколько минут ожидания, когда звонит последний школьный звонок, так напряжены, что когда он все-таки звонит, это почти сродни оргазму. Думаю, что на этой песне нам удалось передать это чувство. Этот подростковый гимн получился по-настоящему жестким и боевым. Ставший хрестоматийным, вступительный гитарный риф придумал однокашник Винсента Глен Бакстон. Звук гитар был специально сделан очень громким и резким, чтобы песня сразу выделялась на радио. Ну а изюминкой песни стала идея Боба Эзрина задействовать для исполнения строчки «Ни тебе карандашей больше, ни тебе книжек, ни учительских грязных взглядов» настоящий детский хор. Впоследствии Эзрин еще раз воспользуется этой идеей, призвав детский хор на подпевке в еще одной хрестоматийной антипедагогической поэме «Another Brick in the Wall» со знаменитой стены группы Pink Floyd. Успех ждал как сингл «School's Out», так и одноименный альбом, посвященный школьной тематике. Даже его обложка была выполнена в стиле исцарапанной школьной парты. Говорят, эта парта ныне находится в берлинском хард-рок-кафе. А первый тираж пластинки был упакован в разноцветные бумажные женские трусики. Но их почему-то запретили, как не соответствующие противопожарной безопасности. School's Out стал самым большим хитом группы Элис Купер, но время самого успешного альбома было еще впереди. В 1973 году пластинка Billion Dollar Babies стала вершиной коммерческого успеха, заняв вершину американского чарта. Свалившаяся в начале 70-х слава вкупе с дождем банкнот вызывала у группы смешанное чувство радости, удивления и иронии. В полной мере эта ирония проявилась уже в оформлении пластинки, конверт которой имитировал кошелек, сложенный внутрь купюры в номиналом в $1 билион. Последняя шутка вызвала проблемы с законодательством США, по которому фотографическое воспроизведение валюты позволялось только с разрешения ФБР. Впрочем, в оформлении использовались и настоящая валюта. Для фото, где группа восседает с младенцем посреди пачек купюр, был заказан ни много ни мало $1 миллион, доставленных из банка в студию на бронемашине. Сама же песня Billion Dollar Babies, построена на запоминающемся ритме ударных Нила Смита, иронично повествовала о любви к дорогой резиновой секс-кукле. По воспоминаниям Купера, идея песни заключалась в том, что мы были компанией пацанов из гаражной группы и внезапно заставили всех этих людей платить нам миллионы долларов. Мы спокойно относились к этому и сами хотели потешаться над этим. Второй популярной песней на альбоме стала композиция No More Mr. Nice Guy. Нет больше мистера славного малого. Еще один язвительный ироничный укол, теперь в сторону постоянных обвинений певца в порочности. Толчком для песни стала какая-то статья в прессе, где автор третировал родителей Элиса, мол, вы, папаша, священник, а сын у вас исчадие ада. По воспоминаниям Купера. Вся идея этой песни заключалась в том, что всякий раз, когда вы включали телевизор, можно было услышать: Элис отвечает за то, Элис отвечает за сё. Наверное, я и за войну во Вьетнаме тоже отвечал. И снова мое чувство юмора подсказало мне: пускай они поглумятся. Также я написал лирику от негодования от того, как с моими родителями обращались некоторые люди из прессы. Это было особенно неприятно, так как мой отец был священником. На самом деле, только мои родители и знали, какой я славный малый. Как я уже говорил, изначально имя Элис Купер относилось ко всей группе в целом и сценическому персонажу Винсента в частности. Но уже в 1975 году имя Элис Купер стало целиком связываться с Винсентом. На пике успеха группа распалась, и вокалист отправился в сольное плавание. Впрочем, с ним остался продюсер Боб Эзрин.
Именно с Эзрином и с приглашенными музыкантами из группы, сопровождающей когда-то Лу Рида, Винсент задумал свой самый концептуальный альбом и самое грандиозное сценическое представление. Новая работа называлась «Welcome to my nightmare» – «Добро пожаловать в мой ночной кошмар» и строилась на своеобразном путешествии героя, мальчика Стивена, которому постоянно снятся ужасы. Если уж и не хитом, то центральными композициями альбома являются две взаимосвязанные песни «Years Ago», жутковато имитирующая звуки шарманки, и эпическая «Стивен» с тревожными трелями пианино. В них мы слышим одно из самых эмоциональных исполнений Винсента, изображающего шизофреническое раздвоение Стивена на взрослого мужчину и потерявшегося в кошмаре маленького мальчика, которого кличут родители. По воспоминаниям Купера, лично меня пугала песня «Стивен», потому что в ней было чувство клаустрофобии. Вот мальчик, оказавшийся в кошмаре, он слышит зов своей матери, но он не может проснуться. Понимаешь, это такой кошмар, когда ты просыпаешься и почти что можешь ухватиться, и ты можешь кого-то слышать, как разговаривает твоя подружка, твоя жена или твои дети, и ты почти приходишь в себя, но не можешь проснуться. Вот что самое жуткое во всей этой истории. Я придумал эту завязку сюжета, а все остальное написалось как бы само собой. Одновременно Винсенту пришла мысль разбавить череду созданных кошмаров более мягкой вещью. Так на свет родилась первая лирическая баллада в репертуаре певца, посвященная любящей женщине. Когда ее запись предварительно прокрутили нескольким знакомым, никто не смог угадать ужасного Элиса Купера. Правда, название у баллады было еще то «Only Women Bleed», только женщины истекают кровью. Несмотря на имидж Купера, это была вовсе не песня о критических днях. Саму строчку «Only Women Bleed» Винсент услышал по телевизору, и из нее вырос трогательный и сочувственный рассказ о жестокости мужчин по отношению к женщинам. Неудивительно, что песню полюбили феминистки и исполняли многие поп-дивы, от Тины Тернер до Литы Форд. Она растрачивает свою жизнь, ублажая своего мужчину. Она ест его обед или то, что ей перепадает. Слишком часто по ночам она плачет одна. Он курит и пьет и не бывает дома, только женщины истекают кровью. Only women bleed. Only women bleed. После записи альбома пришло время его сценического воплощения. Винсент вспоминал эти времена как самые интересные и тяжелые одновременно. Приходилось работать по 12 часов в день, а в постановку были вложены почти все сбережения. На сцене появлялись гигантские циклопы и пауки. Именно исполнительница роли паучихи в композиции The Black Widow, «Черная вдова», станет впоследствии женой Винсента. А полубезумную лекцию о паукообразных прочтет перед этой песней известная звезда фильмов ужасов, актер Винсент Прайс. Шоу «Welcome to my nightmare» и его телепостановка прошли с большим успехом и стали пиком сценической карьеры самого Винсента. А вот дальше начались проблемы. Винсент Фурье никогда не был наркоманом. Для него в одиозной триаде «Секс, Drugs and Rock'n'Roll» «Drugs» следовало бы заменить на «Drink», потому что Винсент был, что называется, классическим алкоголиком. Он утверждал, что с начала 70-х ежедневно выпивал по ящику пива в день и воспринимал это вполне нормально. Но во второй половине 70-х алкоголизм развился до такой степени, что певец угодил в психушку. Лечение помогло ненадолго, и начало 80-х наш герой помнил смутно. Записанные в алкогольном угаре альбомы становились все хуже и хуже. И лишь когда жена Винсента подала на развод, он опомнился, взял себя в руки и накрепко завязал. Результат сказался сразу. Альбомы 87 и 88 годов, записанные в стиле heavy metal, вернули певца в строй. Но настоящее второе рождение произошло, когда Винсент решил поработать с Десмондом Чайлдом, прославленным автором композиций для Бон Джови и Аэросмит.
Именно Десмонд смог придать брутальной энергии Элиса Купера привлекательную упаковку. И если в прошлых альбомах Элис Купер путешествовал по аду, ночным кошмарам и психушкам, то в альбоме «Трэш» он окунулся в мир любовной страсти, изобразив ее не менее опасной и волнующей. Так в песне «Bed of Nails» «Кровать из гвоздей» рассказывается история о садомазохистской паре, не лишенной специфического элисовского юмора. «Я буду вколачивать тебя, как молоток на кровати из гвоздей». Была здесь и отличная лирическая баллада «Hell is living without you» «Ад – это жизнь без тебя». Но любимой композицией певца и ударным хитом альбома стала композиция «Poison» – «Яд», на которой Элису подпевал высоким голосом сам Джон Бон Джови. По воспоминаниям Купера, «Poison» была одной из наших самых классных песен. Возможно потому, что Десмонд скрупулезно работал над этой песней и сделал ее по-настоящему утонченной. Моя группа рассказывала мне, что все стриптизерши, которых они когда-либо встречали, танцевали под эту песню. Мне и Десмонду пришлось попотеть над этой темой. На одни только подпевки ушло 3 дня. Poison — это настоящее письмо, опубликованное в журнал Penthouse. На песню было снято аж 2 версии видеоклипа. Одна цензурная, для показа на MTV, а вторая та, где тема титик девушек-моделей была, как говорится, раскрыта полностью. Сам певец осознавал, что альбом вышел не слишком для него характерным, лишенным фирменного грязного звучания. Винсент говорил, что в нем слишком много Десмонда и недостаточно Элиса, но при этом считал сами песни потрясающими и не видел в радиоформатности альбома ничего компрометирующего. В результате сингл Poison и альбом Trash помог Куперу вернуть к себе внимание широких масс. Музыкант, который вот уже 40 лет неизменно становится фаворитом каждого нового поколения рок-фанов, конечно, широко пользуется своими фирменными рецептами, уже много раз себя оправдавшими. Но делает это каждый раз с таким вдохновением и увлеченностью, что трудно не согласиться с его самоуверенной фразой в одном из последних интервью. «Передайте всем, что сегодня Элис чувствует себя энергичным, как никогда». Он до сих пор концертирует, в его шоу теперь играет его дочка, записывает альбомы, пытается вложить в шоу полезный смысл и говорит, что шокировать кого-то сегодня бутафорией на сцене трудно, потому что любой канал новостей намного страшней. Сам Купер считает, что если бы его рок-карьера не сложилась, он стал бы журналистом. Сейчас музыкант ведет собственную радиопередачу Nights with Alice Cooper, где берет интервью у различных интересных ему известных людей. «Я никогда не курил, я не пью с начала 80-х. Я встаю, играю в гольф, потом иду гулять с женой или дочкой, потом ланч, после чего я либо даю интервью, либо ложусь вздремнуть. Затем еду на концерт, и вот тогда, примерно за час до начала шоу, превращаюсь в Элиса. Когда закрывается занавес, Элис исчезает. Его не будет до следующего вечера. Я укладываю его спать, а сам отправляюсь играть с ребятами в покер. Персонаж — это персонаж, и место ему только на сцене. Когда моя младшая дочь видит меня по телевизору, то говорит: «Смотрите, папин Элис Купер поет», и совершенно точно знает, что этот персонаж никогда не придет домой. Мнение Винсента часто не совпадает с точки зрения Купера, но Винсент – самый обыкновенный мужчина, который любит проводить вечера с семьей, по воскресеньям ходит в церковь и предпочитает жить вдалеке от городской суеты.